Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Да, похоже, у Nvidia поплавила чердак на грядущей своей видеокарточке Ada Lovelace, хотя в то же время та же Intel вообще свои карты выпустить не может. Зато AMD нам обещает феноменальные результаты в своих новых камушках центральных процессоров на AM5. Да и ребятки с MSI дают жару при разгоне DDR5. Интересно? Отлично. Могу смотреть, и я создал. Да, Nvidia сходит с ума так, как только может. Тут информация прошла, что Зеленый тестирует тестовую плату RTX 40 серии, да, это Ada Lovelace, причем не одним, а двумя 16-контактными разъемами питания. Видимо, в свое время их так затроллили пользователи со своими протекающими прокладками в RTX 3000 серии на той горячей видеопамяти GDDR6X, ну что ребятки решили пойти во все тяжкие. Так что да, сейчас происходит тестовая вакханалия видеокарточки, которая способна по предварительно ранним данным выдержать 850 Вт, хотя вот уже сейчас известно, что 900. И я полагаю, что этот тест касается RTX 4090 Ti, хотя может быть, будет линейка и Titanium. Но что вы хотели? 48 гигабайт видеопамяти при 24 гигабитах в секунду. Более того, если вы думаете, что на 4090 все кончается 4090 Ti, то нет. Наш товарищ-информатор копает 7 Kimi, который в 99,9 в периоде процентов информации дает, скажем так, та, которая потом на самом деле так и есть. Так вот, он предоставил нам доп. Инфу по 4080 и 4070. И как в итоге, каждая отдельная видеокарточка будет обладать своим собственным графическим процессором. Ну, если, допустим, 4080 это у нас AD103, то в 4070 это у нас будет AD104. И, кстати, прошу заметить, что в той же 4080 нас ожидает с вами 16 гиг видеопамяти, а в 4070 12, причем при потреблении в 300 Вт. Но, честно говоря, я бы хотел все-таки видеть в 4070 16 гигабайт, потому что 12 для такой линейки среднего сегмента, мне кажется, уже сомнительно. Объясню почему позже. А так было бы разумно, чтобы, допустим, в той же 4060 у нас там было, я не знаю, ну, например, 8 гигабайт, хотя это тоже как бы такое. Ну, окей. А в 4060 Ti 12. Но мы понимаем, да, как там расположены чипы и так далее, и не всегда это возможно. Поэтому пока что так. С другой стороны, 4070 Ti как раз таки могла бы быть на 16 гигабайт. Но поглядим, там есть такие, скажем так, технические моменты, которые не предполагают иногда там или 12, или 16. Я это сужу потому, что, ну, скачок этой линейки будет достаточно большим. Мы это уже не раз с вами обсуждали, повторяться не буду. И уже как бы, даже я сейчас смотрю, вот за себя говоря, допустим, я не смогу сейчас стримить у себя на ультравайд, то есть 2,5К, да даже если бы это был не ультравайд, просто в 2К, на максимальных настройках, я не говорю даже за трассировку лучей, и все это стримить без ущерба качества. Даже иногда записывать приходится, вот вы смотрели Metro Exodus и RDR 2, я с каких-то там максимальных настроек перешел даже ближе к ультра, для того, чтобы было качество. И не говорите, что я зажираюсь, это такие технологии, они существуют. Поэтому если 2070 Super, вот как бы с 8 гиг, то 4070 с 12 гигабайтами, ну такое. 2070 и 4070. Скачок через одно поколение. Мне кажется, должно быть 16 гигабайт. Ну, может быть, ошибаюсь, поправьте меня. Потому что в таком случае 4060 и 4060 Ti были бы отличными видеокарточками стартового уровня. Бюджетными язык, конечно, не поворачивается их назвать, но тем не менее. Да, кто смотрит меня к ежедневной основе и давненько, то знает, что про Intel видеокарточки я уже насыпал столько информации, что, наверное, уже перегрузка системы происходит. Поэтому сегодня ничего повторять мы не будем, но как только проскакивает какая-то вкусная новая информация, ну я же не могу обойти ее стороной, правильно? Так что ловите, видеокарточка ARC 770 от Intel протестирована уже в DaVinci Resolve от Padgett Bench. И что самое интересное, подчеркиваю, это, наверное, соль всей этой новости, на тех драйверах, которые публично еще даже не вышли. Ну, если же говорить о тестах, то я не скажу, что там шибко много информации о грядущей видеокарте. Ну, вот, допустим, в то время как Intel заявила, что ARC A770 по производительности находится где-то между RTX 3060 и 3070, то фактическая производительность в тесте GPU-эффект вот в первом варианте равна 45, а во втором 39. То есть это в 2 раза меньше, чем у RTX 3070, который выдает показатель 90. Но учитывая такую синтетику и Intel, то я скорее склоняюсь к тому, что правда где-то посерединке, не ближе к Intel, не ближе к результатам тестов. Ну потому что, мне кажется, потенциал видеокарт Intel все же до конца еще не раскрыт, потому что, ну, драйвера еще кособоко сделаны, мы это не раз с вами обсуждали ранее.
Ну вот, это раз. То есть железо еще потенциал не раскрыт с точки зрения софта. Но другая противоположная сторона этой монеты, это, естественно, Intel. Они же не будут преподносить свою видеокарту как, ну, типа, пока что не очень или так себе. Поэтому где-то вот между всем этим и находится истина. Тем более, ребятки, судите сами. А770 должно быть в двух интерпретациях. Первая, это на 8 гиг, вторая на 16. И, между прочим, все это при 256-битной шине. Не 128, не 192, не меньше. Причем с ядрами FP32 в количестве 4092 штуки. Короче говоря, пусть они там разбираются и пилят свои драйвера, и быть может в конце июня мы с вами увидим какие-то реальные результаты, нормальные десктопные видеокарточки с нормально готовым софтом. Но что-то мне подсказывает, что опять все перейдет к третьему кварталу этого года. Поглядим. Да, компания Acer подтвердила, что первая серия центральных процессоров AMD и ПК, короче, в целом, которые будут поддерживать на сокете AM5, действительно со старта с коробки смогут поддерживать видеопамять, азушку с частотой 5200. DDR5, естественно. И смысл тут в том, что, ну, я думаю, для вас это не открытие, что AM5 будет поддерживать DDR5. Но смысл здесь в том, что ранее AMD никак не озвучивала, какие там будут номинальные частоты, какие базовые, какие стоки, разгоны и так далее. А вот теперь нам известно, что со старта, как только вы купили камушек, пожалуйста, можно 5200 сходу. И говоря в общем, здесь информация у нас есть два важных момента. Во-первых, AMD выпускают AM5 свои камушки, которые будут поддерживать только DDR5, никакого DDR4. И, собственно, как я вам раньше говорил, что, скорее всего, так и будет. То есть они пошли по своей тропе, по своему пути, не как в Intel, где типа либо материнку по DDR4, либо по DDR5, и начинается это волокит и так далее. Строго DDR5, строго материнки по нее и никакого DDR4. Ну и второе, опять же, возвращаясь обратно к Acer и к Ryzen 7000 серии, с выхода процессора он будет поддерживать на 5200 МГц. И что здесь самое любопытное? Во-первых, это на 400 МГц выше, чем в той же спецификации JEDEC, и больше, чем поддержит Intel Alder Lake. И более того, та же диаграмма является еще одним фактом того, что никакого DDR4 ждать не приходится, и что Epic Genoa поставляется с поддержкой DDR5 5200 с коробки, то есть оба они с 5200. И к слову, обе эти платформы основаны на микроархитектуре AMD Zen 4. Думаете, на этом все? Нет, AMD еще подкинула информацию на вентилятор. Красный готовит новую технологию под названием Expo. Она будет отвечать за хранение профилей разгона памяти DDR5, включая режим с высокой пропускной способностью и низкой задержкой. И это тоже не все. AMD нам поведала, что центральные процессоры Rafael, в простонародье Рафики, ну, дадут просраться абсолютно всем и конкурентам и своим, в плане разгона. Но здесь, правда, не совсем понятно конкретно, что они имеются в виду. Это ручной разгон, ручной оверклокинг, или уже будут какие-то готовые профили, которые по щелчку, сами все устанавливают. Ну, то есть речь о высокоскоростных профилях разгона и набора памяти. Ну, а сама же платформа AMD AM5 будет запущена уже во втором полугодии 2022 года, по официальному источнику, по неофициальному, насколько известно, это конец третьего квартала. То есть, грубо говоря, это примерно будет сентябрь-октябрь, скорее всего, тогда же, когда будут релизы и видеокарточек NVIDIA, и вся вот эта вот движуха мероприятия. Ну и раз мы с вами упомянули быстренько DDR5, да, не могу не сказать новых два факта. Ну, во-первых, что нужно знать, это то, что один из членов команды MSI OC, Ко Ван Ян, он побил рекорд по разгону видеопамяти, то есть, грубо говоря, заоверклочил DDR5 и достиг 12 тысяч мегатранзакций в секунду. Ну а второе, это Kingston Fury Beast, естественно, относится к DDR5, она уже на 10 тысяч и 4 мегатранзакций. Единственное, врать вам не буду, не совсем понял, это уже с коробки у нас так будет, то есть они, условно говоря, на заводе, там на базе разогнали и продают уже с коробочки такие результаты, либо же там типа щелчком XMP профиль и так далее это делается. Тем не менее, в тесте использовали плату MSI Unify X, процессор i9-12900KS, который, кстати, был ограничен 4 ядрами и частотой 425 МГц. В итоге азушку разогнали до параметра тайминга 126, 126, 126, 127, 2 при частоте 5001,8 МГц. И, кстати, к слову, MSI и Kingston давно сотрудничают, особенно когда речь идет о оптимизации памяти и разгоне. И более того, MSI даже комплектует свою флагманскую материнскую плату, ту же Mac Z690 Godlike, комплектом памяти Kingston со скоростью 6000 мегатранзакций в секунду. Ну а в итоге производители памяти объявили, что они будут выпускать уже готовые варианты на 10-12 гигатранзакций в секунду, но тогда, когда будут уже к этому готовы и способны раскрыть потенциал как Alder Lake, так и, собственно, новые
центральные процессоры от AMD, о которых мы с вами только что говорили. Но вы учитывайте, что новая память все же будет намного дороже. Ныне такая тенденция, что DDR4 в 2 раза дешевле, чем DDR5. Ну и скажу от себя, что, скорее всего, покупать новые DDR5 сейчас пока что все еще рановато. Подождать хотя бы еще год, посмотреть, что там будут с камнями AMD. Мне кажется, будет очень вкусно. Ну а если вы предпочитаете Intel, как раз таки к этому моменту Альдеры, или там уже даже, наверное, новое какое-то поколение будет, можно будет переходить, потому что уже все будет подогнано. А если еще и карточки Intel сделать, сказка. Ну, в общем, ребятки, на этом у меня для вас на сегодня все. А с вами, как всегда, был Human. И, как всегда, подписывайтесь на мой игровой канал. И, как всегда, кайфовой вам игры.